Друзья, всем привет! Меня зовут Максим, и вы на канале Motomаximus. Наконец-таки записываем видео в продолжение обзора, который был у меня на канале. Обзора сравнения двух покрышек Mitas E07 и Mitas E07 Plus. Новинка это была уже 2 сезона назад, можно сказать. Но в прошлом сезоне у меня так и не получилось на ней покататься. В сезоне 2020 года я докатывал свой баллон Mitas E07, обычный, без знака плюс. Я его сохранил, вот он. И в сезоне 2021 года наконец-таки у меня получилось обуться в Mitas E07 Plus. И я проехал на ней порядка 2500 километров. Уже я ее снял с мотоцикла, но не потому, что она мне там не понравилась или что-то не так. Просто у меня сейчас на тесте другие колеса. В ближайшее время обзор вы на них тоже увидите. Ну давайте по факту, чем отличается Mitas E07 Plus от Mitas E07 и так ли хорош этот плюс? Безусловно, Mitas E07 Plus отличается от своего предшественника, и этот знак плюса тут неспроста. Но компания Mitas, нарисовав этот плюс, всех нас подстегнула к тому, чтобы мы заинтересовались этим колесом. И, конечно же, лично я подумал, что раз плюс, значит колесо стало лучше. Да, оно стало лучше, но, к сожалению, не для меня. Сейчас я попытаюсь вам объяснить. Несколько сезонов подряд я отъездил на Mitas E07. И, признаюсь честно, вот эта резина меня устраивала полностью во всем. Компания Mitas позиционировала E07 всегда как покрышку 70/30. Это значит, что это колесо на 70% рассчитано на асфальт и только на 30% рассчитано на бездорожье. В моих путешествиях, наверное, если брать так по-честному, 90% асфальт и только 10% легкое бездорожье. Повторюсь, легкое, потому что на своем тяжелом эндуро Yamaha Super Tenere я в жесткий оффроуд не лезу. И вот это колесо полностью соответствовало моим требованиям. Оно по трассе не шумело, на каких-то легких грунтах, сыпучих, песочке, где-то оно вполне себе приемлемо работало, даже можно было аккуратно проехать по грязи. И, конечно же, большой плюс для меня еще был ее долговечность. Mitas E07 обычно отхаживала у меня порядка 10-12 тысяч. Я говорю 10-12 тысяч, потому что я никогда не докатываю покрышку до нуля, скажем так, до корда. Вот это состояние колеса, это то колесо, которое я меняю. Знаю, что на нем еще можно спокойно пройти 2, а то может быть и 3000. Но я обычно так не езжу. Я увидел, что у меня колесо стало чуть более-менее квадратное. Все, я его меняю. И что получается? Mitas E07 полностью меня устраивал, и тут на рынке у нас появляется красавчик Mitas E07 Plus. И давайте по-честному, вот вы видите в кадре и E07, и E07 Plus. Ну согласитесь, друзья, чего тут спорить, E07 Plus выглядит покруче и поинтереснее. Дело все вот в этих увеличенных ламелях. И вот теперь давайте как раз таки о них и поговорим. Первоначально я решил, что компания Mitas прибавила к этой семерке плюс и сказала этим плюсом нам о том, что вот смотрите, ребята, шикарная была модель, а теперь она стала еще лучше. Да, безусловно, компания Mitas сделала покрышку лучше, но она сделала ее лучше на бездорожье. Меня, к сожалению, это не устроило. Сейчас давайте я вам подробно расскажу, чем не понравилась мне эта покрышка. Ну, во-первых, я вам только что сказал, как я эксплуатировал 0,7 и более увеличенный ресурс на бездорожье, он, возможно, был бы и неплох для меня, но вместе с ним появился огромный минус. Огромный минус – это шум от этих покрышек. Если честно, я был удивлен. Я когда ее только забортировал и поехал, я думаю, ну, может быть, покрышка новая, я там эти уже там стертые, я к ним привык, поезжу чуть-чуть. Но я ездил день, ездил 2, ездил 3 и уехал на этих колесах в Абхазию, сгонял туда-обратно порядка 2000 километров, плюс где-то километров 500 накрутил здесь, и гул никуда не делся. Гул остался, причем гул довольно-таки серьезный. Соответственно, покрышка Mitas E07 Plus, если вы ее расцениваете как покрышку, на которой вы будете более часто съезжать в оффроуд, да, она, конечно, стала интереснее этой покрышки. У нее стали больше грунтозацепы. Я в Абхазии несколько раз уезжал с асфальта, поднимался по грейдерам, поднимался по камням, пару раз форсировал речки небольшие, горные, и покрышка справилась прямо на ура. И помимо всего этого, я не могу сказать, что покрышка потеряла какие-то свои асфальтные характеристики. Она также прекрасно держит асфальтную дорогу, она шикарно справляется с дождем, потому что полдня по Абхазии я шел под проливным дождем просто, и эта резина отработала просто на 100%. И даже в поворотах она валится прекрасно. Я переживал, что на более увеличенной шашке, когда я буду закладывать мотоцикл в поворот, меня будет немножко переставлять. И тут Mitas E07 справляется шикарно.
Но этот гул, этот шум, он просто меня добил. Ну вот, я не знаю, конечно же, любое мнение субъективно, и я знаю, многие ребята поставили Е07, катаются и по асфальту очень много, и ею довольны, но я вам рассказываю всегда о своем мнении, и мое мнение, что эта резина стала очень и очень шумной. Моя крейсерская скорость по трассе 120, 130 и порой там 140 бывает. И вот на этих скоростях, когда ты мотоцикл разгонишь, вроде бы все ничего на этой резине, она идет, все нормально, никаких в принципе гулов ты не слышишь, потому что там встречный поток воздуха, он все компенсирует. Но вот когда ты двигаешься на этой покрышке в районе от 80 километров до 100 километров, ну давайте так, в районе 100 километров в час, ты слышишь этот гул. Ты слышишь этот гул при торможении, ты слышишь этот гул при наборе скорости, и вот это однозначно меня не устраивает. Ну и все-таки по поводу вот этого гула и шума, я думаю, нам надо остановиться на нем чуть подробнее. Лично мое мнение, что компания Mitas вот где-то все-таки просчиталась вот с этим рисунком или с высотой шашки. Я не знаю, в чем дело, но вот этот гул, он не характерный для резины с направлением с елочкой. Я когда-то ездил на Mitas E10, скатал 2 или 3 комплекта, и Mitas E10, кто смотрел, вы знаете, это чистая шашка, вот она гудит по трассе, по асфальту, но там оправданный гул, вы меня простите, вы едете на шашке. Здесь же вы все-таки едете на елочке, но гул просто сумасшедший. Я не пытаюсь поругать Mitas E07+, хочу, чтобы вы меня правильно понимали, я очень люблю эту компанию и уже много лет езжу только на Mitas. Но вот буквально недавно мне в руки попал на обзор комплект резины турецкого производителя компании Anlas, модель Capra X. Это пока все, что я могу вам сказать. В ближайшее время вы на моем канале увидите очень подробный обзор на эту резину, а возможно в ближайшее время вы даже сможете у меня ее покупать. Но пока не об этом. Так вот, сейчас на супертенере в данный момент, который стоит у меня за спиной, установлена покрышка Anlas Capra X. Это покрышка для путешествий 50 на 50. 50% дорога, 50% бездорожье. И поверьте мне, там в рисунке есть лишь маленький намек на елочку, а в принципе это шашка. Эта резина выполнена в виде шашки. Так вот, я сейчас отъездил на этой резине порядка 500 километров, и я вам хочу признаться, что когда я на ней выезжаю на асфальт, она себя на асфальте ведет хуже, чем Mitas E07. Ну, в каком плане? Что я еду на шашке, и у меня мотоцикл немножечко ведет себя соответствующе, так как ведет себя мотоцикл на шашке. Тот, кто ездил, меня понимает. Но она не гудит, друзья. Что самое интересное, у меня установлена покрышка с шашкой, и она не гудит. А тот же самый Mitas, который сделан елочкой, да, за знаком плюс, да, с крупными ламелями, да, с большим грунтозацепом, но он безумно гудит. Поэтому я думаю, что все-таки компании Mitas стоит поработать над этой покрышкой и подумать, что они сделали не так. Возможно, стоит изменить или состав резины, или может быть наклон ламелей, для того, чтобы Mitas E07 получил все-таки вот эти вот увеличенные грунтозацепы, но избавился от этого жуткого гула. Повторюсь, сейчас я тестирую покрышки с шашкой 50 на 50, и от них нету такого гула, как от Mitas E07+. Ну вот как-то так я вижу, и я надеюсь, что мое мнение дойдет до конструкторов компании Mitas, и они внесут какие-то коррективы в эту покрышку, и возможно в ближайшее время я снова вам о ней расскажу, но уже расскажу более приятные какие-то вещи, и не буду рассказывать об этом жутком гуле. А по поводу покрышек Anlas, друзья, они сейчас тестируются на 3 разных мотоциклах. В ближайшее время вы увидите 3 очень интересных обзора. И забегая вперед, я хочу вам сказать, что эти покрышки просто космос. Я очень надеюсь, что в ближайшее время они начнут продаваться в России, и мы с вами получим на самом деле очень интересную и качественную резину. Осталось только узнать, какова она будет по цене. Но пока об этом ничего сказать не могу, потому что сам не знаю. Следите за обзорами и за информацией на моем канале. Я не говорю ни в коем случае, что это плохое колесо, и я ни в коем случае не отговариваю вас его покупать. Я всего лишь вам рассказываю с точки зрения своей практики, что вот это колесо больше для асфальта, а вот это колесо
прибавила на бездорожье, но получила гул и шум на асфальте. Но опять же, это мое личное субъективное мнение. И еще надо сказать об одном минусе, который я пока что вам вот прям биться об заклад не могу об нем утверждать, но скорее всего так и будет. Вот на этом колесе, это Mitas E07, я на нем прошел порядка 10 тысяч. Вы видите, тут еще можно проехать пару тысяч спокойно. А вот на этом колесе я прошел 2500 и по сути пока что там никаких особых потертостей на ней не видно. Но у меня товарищ в Карачаево-Черкесии на таком баллоне прошел 5000. И баллон стерся процентов на 70. Это говорит о том, что он еще пройдет 2-3 тысячи и баллон закончится задний. Соответственно, у этой покрышки максимальный ресурс 8-10 тысяч. Возможно, это, конечно же, динамика езды моего друга, потому что он намного резче, чем я, ездит, и, возможно, за счет этого она у него стерлась. Но пока что это только мои доводы, и сколько отходит это колесо, я сказать не могу. В июне месяце я собираюсь в отпуск и собираюсь в дальнюю дорогу, в дальнее путешествие. Хочу поехать на севера, и признаюсь вам честно, что под эту поездку я уже для себя отложил новенький комплект Mitas E07. Обычный 07 без знака плюс. И вот когда я у себя в голове строю маршрут до Санкт-Петербурга и немножечко выше, я, конечно же, хочу поехать на Е07, потому что будет практически все время асфальт, и вот этот вот лишний гул, лишний шум, да и в принципе вот этот лишний грунтозацеп, он мне на асфальте не нужен. Но с другой стороны, когда я пойду уже выше Санкт-Петербурга по Карелии, я знаю, что там будет много у меня съездов с дороги, да и дороги там похуже. И вот там бы я, наверное, хотел обуться бы в Mitas E07+, и вот именно там бы он раскрыл весь свой потенциал. И это колесо хорошее, и это колесо хорошее. На каком ездить вам? Я думаю, вы решите сами. Ну и давайте подытожим, друзья. Mitas E07. Прекрасная резина, если вы большую часть своего путешествия едете по асфальту, иногда съезжаете по бездорожью. Из своей практики могу сказать, что эта резина грязь не любит вообще. Какие-то сухие сыпучие грунты, там песочек, что-то без проблем. Но в грязь на ней лучше не лезть. Mitas E07+ прибавила по бездорожью, и однозначно она лучше справляется с сырыми грунтами, с камнями и со всем остальным. Я ей очень и очень доволен именно что касается бездорожья. Что касается асфальта, к сожалению, для меня, лично для меня, эта резина не так подходит, как E07. Надеюсь, обзор был вам полезен. Как всегда, рассказываю о том, что попробовал сам на себе лично, что испытал, и могу об этом говорить открыто и честно. Ну а вам, друзья, желаю выбирать для себя оптимальные покрышки, одевать на свои мотоциклы, получать от этого максимальное количество удовольствия. Ну и, конечно же, путешествуйте. И всем добра!